Утро доброе, утреннее, самое раннее. У нас 6 часов утра. С одной стороны вон светит луна, с другой уже начинается потихоньку рассвет. Мы сейчас ждем лодку. Вот я тут. Мы сейчас ждем лодочку и отправляемся смотреть дельфинов. Я не знаю, мы их увидим или нет, но мы туда отправляемся. Так что до встречи с дельфинами. Ну уже люди потихонечку начинают собираться. Тут, кстати, вон огромная толпа людей едет. Солнце прикольно начинает потихонечку подниматься с той стороны. Красиво так. Мы нифига не выспались, легли поздно. Вот и наша лодочка подплывает. Ух, блин, какая она узкая. Как красиво становится на воде. Начинается рассвет. Просто шикардосово. С первыми лучами солнца мы отправились навстречу к дельфинам. Рассвет в этот день выдался особенно красивым. Но настоящая красота творилась не только на горизонте, но и под водой. Если в это время погрузиться под воду с маской, то можно увидеть настоящую вселенную Аватара. Светящийся планктон, разнообразные медузы и рыбы превращаются в настоящую звездную галактику только под водой. Особенно эффектно это выглядит на рассвете, когда еще солнце не такое яркое. Тем временем солнце уже показалось из-за горизонта, и мы прибыли в точку, где несколько стай дельфинов охотились за своим завтраком. Класс, смотри. У нас сейчас уже половина седьмого, мы увидели частично дельфинов. Ну как, стаю дельфинов увидели, они совершенно близко были возле лодки. Но на данный момент они куда-то делись. Здесь сейчас только вон лодок уже приплыло. Еще приплывают лодки дальше, но пока дельфинов не видно. Но были они совершенно рядом. Это как фрегата какая-то, знаешь, прям. Кто первый, кто первый? Непонятно откуда, но в какой-то момент вокруг нас очутилось около 200-300 лодок. И все собрались лишь с одной целью – посмотреть на дельфинов. В общем, дельфины здесь настоящие суперстарсы. А от увиденного зрелища радостно визжат не только дети, но и взрослые. И дельфины абсолютно не боятся шума моторов. Они то и дело выпрыгивают между лодок. А пару дельфинов, как настоящие акробаты, выпрыгивали из воды, крутили тулубы и делали сальто. В общем, дельфины настоящие красавчики. За дельфинами можно наблюдать и под водой. К лодке цепляется специальная тарзанка, за которую держишься руками, лодка плывет и перед тобой открывается красота подводного мира. Главное маску одеть правильную, желательно такую вот, как на мне. Вон как раз проплывает дельфин. Кроме дельфинов здесь можно увидеть целые гирлянды планктона, разнообразных медуз и услышать, как под водой общаются дельфины. Это вообще незабываемый кайф. Вернулись мы с морской прогулки. Конечно, это фантастически в Тихом океане купаться с дельфинами. Что на дне? На дне куча, просто невероятное количество светящегося планктона. Сейчас у нас, к сожалению, опять full moon, поэтому большого смысла нету погружаться. Тоже, кстати, вот еще мы были в Камбодже, тоже там были на споте, где есть светящийся планктон, но он отличается. Здесь он просто огромных размеров, прям такие вот, ну, я не знаю. Короче, большой он, его видно хорошо, даже днем его хорошо видно. Может быть, мы еще даже и сплаваем на такой спот, посмотрим, если будет время. Плавают медузы, разные всякие кальмары, хрени какие-то.
Тут водятся барракуды, тунцы. Значит, и ну вот эти стаи, там несколько было стай дельфинов, нам сегодня повезло. Сказал наш гид, что вчера было их всего 6 штучек. Сегодня их было реально 2 или 3 стаи по штук, наверное, 10. Обалденное, конечно, зрелище. Вчера мы приехали, здесь был отлив. Вон видно там вот эти вот каменные хрени, куда там заходить на лодку. Они сейчас все покрыты. Вчера вон вода, вон плавает человек в маске, снорклит. Значит, вода отходила аж туда. Тут была суша, там лазили местные, собирали разных кальмаров. Сейчас это все вот такой вид имеет. В принципе, можно с маской поплавать, там рыбы водятся. Отельчик у нас называется Падмасари Резорт. Выглядит он фантастически. Оформление здесь шикарное. Все украшено какими-то рыбами. Вон на здании кит белый, марлин, дельфины, вон обезьяны какие-то. Там вон всякие статуи вон. Это общий бассейн. Все красиво, очень красиво выглядит отель. Там вон еще это приватный бассейн. Значит, тут есть 2 здания. Одно я показывал с рыбами, второе вот такое двухэтажное. Значит, еще вон 3-е есть вон здание. Значит, там тоже на 2-м этаже есть номера. Значит, тут есть вот где приватный бассейн. Там наша одна комната, номер. И 2-й, но он не наш. На 2-м этаже тоже есть номера. Вот кто живет тут вот в этих 2 номерах, значит, у вас есть возможность в приватном бассейне покупаться. Он прикольный, тепленький, он теплее, чем основной бассейн. Из недостатков отеля мне кажется, такое ощущение, что тут здесь какой-то жлобковатый менеджмент. Ну, не знаю, чего-то нам... В номер мы заселялись, я скажу чего, чтобы так не голословно. В номер заселялись, в номере, короче, воды нету, в холодильнике полбутылки воды. Это, значит, из нюансов по розеткам. Здесь розетки круглые, поэтому если у вас европейские розетки, вот эти вилки, все окей. Если у вас азиатские, то нужно с собой брать переходник, потому что мы вот, у нас азиатские, они заряжаемся мы в туалете от фена. Там в фене есть 2 розеточки, можно зарядиться. Ну, в принципе, отель неплохой, но такой, немножко бы более френдли было бы хорошо. Сейчас мы уже заканчиваем. У нас осталось еще, наверное, полчаса, да? Через полчаса мы уезжаем дальше. Значит, сегодня по программе я пока не знаю, чего у нас. Но это 2-й день нашего тура по северу Бали. Мы посмотрим какое-то дерево и еще что-то, но я уже что такое, посмотрим, я не помню. Ну ладно, я подсниму чуть номер. Тут у нас срачельня, потому что у нас такая транзитная точка была. Вот в нашем номере 2 кровати, они небольшие. Вот, ну, в сумме получается такой king size. Есть небольшой холодильничек, он пустой, мини-бара нету. Ну, такой вот шкаф открытый, сейф он не рабочий. Там тупо сели батарейки. Вот такая вот ванная комната. Есть ванная, тубзик, умывальник и душ. Вот, выглядит шикарно. Ну, в принципе, номер такой большой, есть кондей еще. Номер неплохой, вид с окна, получается, открывается на бассейн. Здесь на океан. Те номера, которые наверху находятся, там, где пишут видно море, там видно море, он частичный. Пальмы закрывают вид, ну такой, короче, кусок видно, кусок не видно. Я вчера думал оттуда снять закат. Херня получается, не получается закат снять. Но хотя вот те вот там 3-этажное здание, которое, я думаю, там с тех окон видно хорошо. Итак, идет 2-й день нашего путешествия. С утра у нас были дельфины. После дельфинов мы движанули вперед, добрались до высокогорного ресторана, точки обзора. Здесь красивый очень обзор на долину. Сейчас мы в него попадем, и я сниму его. Вот так выглядит рестик. Здесь есть кофемашина.
Машина для обжарки кофе. Можно кофе купить. Дальше, что тут у нас? Ой, блин, тут такой потрясный вид открывается. Поднимались мы по вот этой всей горе. Вот так это все выглядит шикарно. Какая красота. Сигареты Климакс. Кстати, для тех, кто курит, про сигареты. Вы, если курите, то покупайте, берите с собой сигареты, когда сюда едете, потому что в Индонезии, ну не знаю, как во всей Индонезии, на Бали, все сигареты с запахом гвоздики. Но по аромату это можно, знаете, вот как это описать, блевануть можно, в общем, от этого запаха, но местные привыкли, курят такое, табачок. Ну, какой Ханеша тут красивый. Такой прям, блин, красавчик. Хорошенечко покушав на предыдущей площадке, мы переместились на следующую панорамную площадку. Здесь у нас озеро Буян. Здесь у нас озеро Тамблинан. Пока какой-то такой особой информации у меня про них нету. Просто два высокогорных озера. Выглядит это очень красиво. Горный хребет. Внизу озеро. Вверху вон тучи стелятся. Прямо обволакивают. Так красиво. Красиво, очень красивое место. И второе озеро, оно, мне кажется, чуть поменьше, наверное. Тоже оно очень красивое. Все то же самое. Горы. Внизу озеро. Ну а вверху тучи. Здесь тоже, кстати, можно покушать. Вон водилы хавают. Люди тоже сидят. Вон всякие верандочки. Какое-то кафешка, но здесь кафешка попроще. Здесь можно пофоткаться с вот такими красотками. Красотка. Ой, какая милая. Пожалуйста. Красавчики. Левак лежит. Такой вот он хвостатенький. Левак. Ну, наверное, ли он спит. А может, это чучело? Нет, спит. Сидят такие тоже красивые игуаны. Смотри, как они там. Ой, они кушают. Кушают. Ой, Ира. Какой у него, смотри. Ну, мальчик. Какой. Писюн показывает. А этот... Чешет. Привет. Новая точка нашего путешествия. Старинное священное хлебное дерево. Для понимания его размеров, вон люди. И вот такое оно здоровенное. Ох, блин, какое оно здоровое. Ёлки-палки. Его можно обойти с разных сторон и посмотреть, как оно выглядит. Обнимать и заряжаться, да? Да, энергия бансая. Потому что это дерево как будто человек медитировал. Как будто человек медитирует. Сколько ему лет? 700 лет около. 700 лет этому дереву. Да. Обалдеть. То есть, как минимум 10 поколений людей его. 10 поколений правильно, понял. 700 лет Бали это была Карлсбад. Называется Пура Бабакан. Тут внизу храм. Туда не заходить не разрешили. Храм. Там типы сидят. Красиво. Да. И потом после реставрации этого храма будет это ритуал очищения греха.
Melaspas nasi bisa, melaspas. Очи- Очищение грехов. Этого места или людей? Нет, здесь. Ага. Потому что храм сейчас реставрирует. Там построить это как-то новую башню. Это для колокола. Да. И сейчас люди приготовят наряд. Храм наряд и здесь алтарь. А вот Там это, для погребения. вот это что такое там? Gedong penyimpanan. Там сохраняет это статуи, символизирует Бог и богиня. И Их на там праздник показывают какой-то? потом во время церемонии открывает и показывает. И поставит там здесь, на алтарь. И после церемонии потом повернут. Называется арча и пралинга. Это статуи символизирует Бог и богиня. И также духи. Понятно. Класс. Спасибо. Пожалуйста, пожалуйста. В конце нашего путешествия мы решили заскочить в магазин деревянных скульптур, так оценить, как они проводят резьбу по дереву. Блин, конечно, работа вообще впечатляющая. Все так красиво вырезано. Цены, конечно, тут тоже такие же красивые, как и фигуры. Вот, к примеру, вот такая вот штуковина. 3500 баксов. Кони, которые любятся. 43 000 баксов. Скульптура, слушай. Ой, слон какой красивый. Красиво. Пальцы. Дядьки всякие местные. Вот такая вот 950 баксов. Лошади такие. Вот это, конечно, красиво вообще, такая ветка. И прямо из нее он, типа как бивень, и слоны выпадают. О, бомба. Космос. А вот какие лошади. Бляха. 15 000 баксов. На этом наша экскурсия на север Бали подошла к концу. Надеюсь, вам понравилось видео. Ставьте лайки, подписывайтесь, комментируйте, задавайте вопросы. А следующая серия будет про наш 3-дневный трип на корабле. Мы побываем на острове Комодо, где увидим легендарных драконов. Встретим рассвет на острове Падар. Также побываем на Пинк-Бич и убедимся, действительно ли там песок розового цвета. И еще много всего интересного, ведь путешествие выдалось просто бомба. До скорой встречи!